Всем привет, друзья! Сегодня мы решили немножко поностальгировать и снять один из самых запоминающихся десертов детства. Он вкусный, легкий, простой и быстрый в приготовлении. Это шоколадная колбаса. А с вами, как всегда, я Игорь, моя верная помощница Мия и любимая жена за кадром. Мы начинаем. На самом деле, рецепт выбран не случайно. Он был, наверное, один из самых распространенных времена моего детства. Его готовили практически все. Правда, за основу было взято печенье, но мы используем бисквит для лучшего вкуса. А может быть, вы еще помните, еще было одно очень вкусное лакомство, это карамельные петушки. Для меня это ассоциация с детства и детства у бабушки. Деревня, лето, все гуляют, развлекаются, и все вот бегут, когда только слышат вот этот запах сахара. Я думаю, понимаете, о чем я. Друзья, я хотел бы вас попросить, напишите, пожалуйста, в комментариях ваши любимые рецепты из детства, которые вы помните. А рецепт, который наберет больше всего лайков, мы обязательно приготовим. Для наших колбасок нам понадобится бисквит. Мы приготовили его заранее, потому что во время приготовления он должен быть холодным. Помимо этого, сгущенное молоко, грецкие орехи, вы можете взять арахис, фундук, что вам понравится, масло комнатной температуры и какао. Изначально нам нужно сделать бисквитную крошку. Для этого мы будем использовать блендер. Кстати, если вы хотите узнать рецепт нашего бисквита, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, и мы обязательно его предоставим. Нарезаем бисквит такими дольками, чтобы он влез в блендер. Прикладываем нарезанные дольки в блендер. Как вы видите, крошка получилась очень рыхлой. Это благодаря тому, что бисквит был подготовлен заранее. Поэтому рекомендую вам именно так и сделать. Теперь нужно подробить орехи. Не делайте их сильно крупными, но и не режьте в пыль прям. Все ингредиенты подготовлены, все смешиваем. Честно говоря, глядя на количество вот этого всего, особенно сгущенки, у меня как не было фигуры, так и не будет. Я рекомендую сначала смешать масло с бисквитом, а потом все остальное. Масло мягенькое, разминается просто отлично. Think it's hard how we always wait another day. How we watch things again. Самое время формировать наши колбаски. Для удобства рекомендую использовать пищевую пленку. Застилаем доску пленочкой. Выкладываем примерно 3 ложки нашей массы. И уже в пленке будем формировать саму колбаску. Колбаски будут богатырские. Достаточно. Саму колбаску заворачиваем как шаурму. Немножко подтягиваем. И руками разравниваем. Дорогие мои, не забываем, что колбаска должна быть круглой, поэтому хорошо ее раскатываем. Колбаски уже сформированы. Как вы видите, выход получился достаточно большой. Мы специально взвесили за кадром, здесь кило 800. Поэтому сейчас нам нужно отправить их в морозилку где-то на 20-30 минут. И одну рекомендую оставить на потом, на случай внезапных гостей. Шоколадное лакомство из детства уже готово. Конечно, за кадром мы его попробовали. И есть одна очень серьезная опасность. Когда его ешь, остановиться практически нереально. Оно очень вкусное. Главная рекомендация. Обязательно готовьте с бисквитом. Ни одно печенье с ним просто не сравнится, не передаст этой нежности и шоколадности. А за наши старания ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.
right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I'll